Друзья, всех приветствую, Genius на связи. Сегодня в обзоре рассмотрим очень интересную новинку наушников от компании Simgot Audio, а именно модель Simgot EM2R. Упакованы наушники в такую действительно привлекательную коробку, оформленную в восточном стиле, с женским портретом на лицевой части и названием модели наушников. Вот так она выглядит. Тыльная часть коробки имеет такую текстурированную матовую черную отделку с рельефным текстом из розового золота. Здесь указаны технические характеристики наушников. За звук здесь отвечает один динамический драйвер и один арматурный драйвер от Now Less. Чувствительность наушников составляет 109 дБ, импеданс 32 Ом. Теперь предлагаю рассмотреть комплектацию подробнее. Первым нас встречает гарантийный талон, который вот так красиво оформлен, внутри которого находится карточка, которую можно отсканировать и получить гарантию на 3 месяца после регистрации. Ну а здесь аккуратно расположились сами наушники. Вот так они выглядят. Они имеют прозрачные акриловые корпуса с черным оттенком в моем случае и лицевую панель из алюминиевого сплава. Наушники получились довольно легкими и имеют такие золотистые сопла с защитной сеткой внутри. В целом качество сборки у них отлично, и посадка у наушников довольно хорошая. На мой взгляд, смотрятся они интересно и необычно. Но еще здесь имеется вот такая серебряная брошь с эмблемой Simgot. Ну и, конечно, стоит обратить внимание на такой аккуратный и хороший синий чехол из искусственной кожи, в котором находятся 6 пар различных амбушюр. Для лучшего воспроизведения высоких частот и для усиления басовой области. Лично я рекомендую использовать вот эти насадки. Ну и, конечно же, в комплект поставки EM2R входит 4-жильный кабель из посеребряной меди. Он имеет прямой штекер на 3,5 мм с логотипом компании и затяжку для фиксации. У него установлены хорошие 2 пин-коннекторы, которые выполнены из прозрачного пластика и металла. Сам кабель, на мой взгляд, не самый лучший, хоть и при подключении к наушникам он смотрится довольно гармонично и хорошо. Но он склонен к запутыванию и имеет довольно жестко сформированные заушины. Их точно стоит немного ослабить. Но еще здесь имеется 2 инструкции по использованию наушников и кабеля. Ну а теперь, друзья, мы подошли к самому интересному, а именно к звучанию этих наушников. Как всегда, начинаю разбор с их низких частот. Низкие частоты в этих наушниках удивили меня буквально с коробки, когда я получил их. Они сразу понравились мне своим отличным ощущением массы, плотности и глубины, несмотря на поджатую область мидбаса. У этих наушников имеется хорошая скорость и атака, но текстура и затухание, понятное дело, здесь находятся на высоком уровне. Что мне также понравилось, это глубина саббаса. Он довольно далеко заходит и старается звучать отлично даже на низких нотах. Бас-гитары очень объемные и плотные и довольно явно звучат в миксе. Но что касаемо средних частот, то опять же мне стоит сказать, что в этих наушниках имеется довольно часто встречающаяся за последнее время проблема. Это нижняя середина, которая немного утоплена. Из-за этого все звучит в этом диапазоне более просто и не так весомо. В результате мужской вокал становится менее богатым и насыщенным на детали и как бы отдаляется от нас, избавляя от акцента на себе. Хотя при этом здесь довольно хорошо выраженные заметные артикуляции. А женский вокал здесь наоборот звучит более широко и сохраняет довольно хорошую ясность и теплоту в звучании. Ударные в этих наушниках имеют довольно хорошо заметные подчеркнутые транзиенты, но при этом они не стараются захватить и акцентировать на себе много лишнего внимания.
пытаясь отвлечь нас от происходящего в музыке. Ну а теперь предлагаю поговорить о высоких частотах в этих наушниках. Порадовало меня то, что наушники не звучат слишком ярко, и ради интереса я слушал их вот с этим медным кабелем из прошлого обзора. С ним у этих наушников получились довольно аккуратные и детальные высокие частоты с отличным разрешением и небольшим ощущением воздушности. Да, ее хотелось бы больше получить. У них имеется такой небольшой уклон в микро и макро, и сохраняется хорошая проработка всех тарелок, которые имеют плавный естественный блеск с довольно неплохими послезвучиями и хвостами от ревербераций. Звуковая сцена и визуализация в наушниках Simgot EM2R находится на довольно хорошем уровне, хотя сцена здесь не самая широкая, но она при этом хорошо строится в глубину и имеет хорошее разделение и расположение инструментов в миксе. Вывод по данной модели наушников Simgot EM2R, на мой взгляд, получились наушниками с такой динамичной и знакомой многим веселой V-образной подачей в сочетании с уверенным и сбалансированным басом. Могу сказать, что их настройка точно подойдет для большинства музыкальных жанров, в том числе и тяжелых, с которыми они хорошо справляются, что определенно порадует большинство из вас. С точки зрения эстетики, у них редко встречающийся дизайн, начиная с упаковки, заканчивая наушниками. Все это оставляет только приятные впечатления. Определенно рекомендую эти наушники, друзья. Ссылка на покупку наушников, как всегда, находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте ставить лайки. Спасибо всем за просмотр, всем удачи, всем пока.